Щенок по кличке Тоша появился в приюте после того, как его нашли возле железнодорожных путей. Он был худым, испуганным и никого к себе не подпускал. Стоило сотруднику войти в вольер, как Тоша забивался в угол, рычал и пытался спрятаться за миской. Особенно странно было то, что на некоторых посетителей он реагировал еще сильнее. Однажды мужчина попытался погладить его, и щенок с такой силой бросился на решетку, что тот невольно отступил. Сотрудники решили, что Тоша просто пережил жестокое обращение. Но через несколько дней заметили странность. Каждый раз, когда в приют приходил один и тот же пожилой мужчина по имени Виктор, щенок становился совершенно другим. Он не рычал, не прятался и сразу подходил к решетке. Виктор никогда не пытался его погладить, только стоял рядом и тихо разговаривал с ним. Однажды сотрудница спросила, знает ли он эту собаку. Мужчина тяжело вздохнул и сказал, что нет, но голос щенка напоминает ему одного пса, которого много лет назад он потерял. После этого Виктор стал приходить почти каждый день. Тоша всегда ждал его у решетки, а однажды даже просунул лапу между прутьями и впервые позволил себя коснуться. Сотрудники решили выяснить, почему щенок так доверяет именно этому человеку. Они просмотрели записи с камер и заметили, что Тоша особенно тревожится перед одним посетителем, мужчиной в черной куртке, который несколько раз приходил в приют. Вскоре выяснилось, что именно он когда-то привез Тошу после того, как нашел его на улице. Но самое удивительное обнаружилось позже. Виктор увидел фотографию щенка и сразу заметил маленькое белое пятно на его груди. Такое же пятно было у собаки его погибшего сына. Много лет назад сын Виктора часто рассказывал отцу о своем псе и однажды признался, что мечтает забрать с улицы еще одного щенка, когда появится возможность. Виктор достал из кошелька старую фотографию и показал ее сотруднице. На ней был тот самый пес, а рядом с ним стоял его сын. Тоша, увидев фотографию, вдруг тихо заскулил и положил лапы на решетку. Никто не мог объяснить, почему он так отреагировал, но Виктор впервые за много лет расплакался. Он понял, что не случайно снова оказался в этом месте. Через несколько дней Виктор оформил документы и забрал Тошу домой. Первую ночь щенок долго ходил по новой квартире, а потом лег рядом с фотографией, которую Виктор положил на тумбочку. Мужчина присел рядом, погладил его и прошептал: «Теперь ты точно не останешься один». Тоша поднял голову и впервые спокойно уснул рядом с ним. Для Виктора это был не просто новый питомец, а для Тоши, наконец, нашелся человек, рядом с которым ему больше не нужно было бояться. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.